Привет. Сегодня у нас расклад, оправдает ли он твои ожидания, да? Посмотрим реальные шансы, как всегда передо мной. Бумажка с вопросами, чтоб я какой-то вопрос не забыл или еще чего не сделал. И, конечно же, в начале расклада приглашаю вас в проживание арканов, а также в манифест. Там вы научитесь и защиты ставить, и чиститься в проживании арканов. Все психологические проработки, которые нужны, они произойдут. Давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Паж кубков. Двойка пентаклей. Пятерка кубков. Туз мечей. И десятка пентаклей. Ну смотри, первый у нас вопрос, какие твои тайные ожидания, ты даже сама не признаешь, да, но они влияют на тебя сильнее всего. Такой замысловатый, да, вопрос. А по этой карте, смотри, ты романтики хочешь, конечно. Причем вот такой, чтобы вот каждый день был чуть ли не вот маленьким праздником. Ты долго притворялась, что довольна спокойным раскладом, устоем жизни, да, но ты втайне ждешь от него там сюрпризов, внимания, как в юности по пажу. Когда сердце вот замирало у тебя от смс-ок таких, да, там «Привет, малыш», вот всякие такие. И ты хочешь, чтобы он угадывал твои чувства и вот прям несся навстречу тебе по ромашковому полю, а ты ему. Понимаешь? И в обычной жизни ты не говоришь об этом вслух, потому что у нас вопрос, что ты сама еще не признаешь. Потому что ты боишься показаться слишком там ранимой в его глазах. Но внутри, конечно же, ты надеешься, что когда же он наконец-то поймет, там, что мне нужно больше душевной теплоты. В этом проблема почти всех женщин. Они воспринимают мужчин по своим собственным меркам, по женским. Понимаешь? Но мужчины — это не женщины. И вот эта вот скрытая жажда вот этих трепетных эмоций, она диктует и твои реакции. Ты даже можешь сама не замечать, как ты расстраиваешься, если он там банально забывает поздравить тебя с 3525-м днем вашего знакомства. Или если он отвечает сухо на твои смс-ки, да, это тебе кажется сухо, но тебе же хочется вот этих ласковых сообщений. Но твои мерки на нем это как женские, да, мерки. То есть ты воспринимаешь мужчину не таким, какой он является, понимаешь? Тебе хочется больше вот этого душевного трепета, и пока ты это не признаешь, внутри все равно будет там легкая обида, что ты недополучаешь вот эту сказку. Что он в реальности может предложить, да, без преувеличений и красивых обещаний? Но он живет в режиме жонглера. Пытается удержать баланс между работой, тобой, семейными делами, какими-то хобби своим, да, и при этом он должен уделять время тебе. Поэтому не жди от него грандиозных жестов, например, я брошу все, приеду к тебе в другой город, если вы в разных городах. Потому что, знаешь, он привык, что каждый его шаг — это еще и ответственность. Это не просто сказка, которую ты придумала, да, романтичная.
Ну, я понимаю, что ты насмотрелась вот этих любовных сериалов, да, там всякие рабыни Изаура, да, там Хулия Альберта и прочее, но жизнь, она другая. Но зато он умеет грамотно распределять свои ресурсы, да, энергию, деньги и так далее, не просаживаясь в ноль ни в одной сфере жизни. И он не будет петь романтические вот эти, как называется, вот с гитарой такой в шляпе поет. Серенады он не будет петь под окнами у тебя. Он, знаешь, он скорее возьмет на себя часть твоих забот, если увидит, что ты там на грани выгорания. Он не тот, кто бросит свою вот эту устоявшуюся жизнь ради какой-то шальной авантюры. Зато он предложит стабильность. У него все по плану. И если ты в этот план вписываешься, да, то он найдет способ аккуратно тебя встроить в свою картину мира. Понимаешь? И это не будет таким ярким, да, как тебе хочется, но это будет зато вот надежно и вполне искренне. И многие мне пишут, да, лишь бы он там, как говорится, работал и так далее. Но когда к вам приходит идеальный партнер в плане вот работы и так далее и тому подобное, то всем абсолютно через время хочется большего. Всем, без исключения. Не говорите мне, что это не так. Даже если ты выйдешь замуж там за олигарха, и вот говоря до этого, что лишь бы денег было много, да, или там лишь бы любил. Ну вот этот олигарх, он будет тебя любить. И денег у тебя будет много, и ты будешь ходить в магазин там супердорогой, да, и не задумываться, что чего стоит, да. Ты там будешь дарить всем по машине, по квартире и так далее. Но пройдут года, и ты вот то же самое, ты та же самая, да, ты уже не будешь говорить, что лишь бы, ладно, деньги приносят и хорошо. Нет, ты будешь хотеть большего, и такова психология людей. Не только твоя личная, да, но и всех. Всегда мало. И, соответственно, через время ты будешь хотеть романтики. Ты сухарь, ты много работаешь, побудь хотя бы один день со мной. Хотя до этого ты говорила, лишь бы деньги приносил. И это не твоя проблема, это проблема психологии всех людей. Абсолютно, как мужчин, так и женщин. Всегда будет мало. Понимаешь, поначалу планка низкая, да, лишь бы там ни под себя не делал, да, потом лишь бы работал, потом лишь бы денег побольше приносил, а потом еще побольше денег, а потом он олигарх, и тебе уже не деньги нужны, а чувства. И так всегда будет. Так будет всегда. В чем ты можешь заблуждаться, да, и строить нежные иллюзии, которые подорвут почву под ногами. Но ты знаешь, по 5 кубков ты думаешь, что если он где-то ошибся, да, или тебя разочаровал, то обязательно он исправится, когда увидит твои слезы. Но бывает, что вот не обсудив все прямо, да, ты начинаешь жить иллюзией, что там он сам поймет, что меня ранил, да, и потом исправится по собственной воле. Если он не догадался или пропустил вот эти твои тонкие сигналы, да, то у тебя внутри боль копится, обида копится. В итоге ты чувствуешь, что твои ожидания, они просто разбиваются. Он мне не дал там нужного утешения, не взял меня на ручки, там не перезвонил, не извинился. И вот это начинает играть в твоей голове. И ты начинаешь укорять себя, его, и начинаешь думать, что ему все равно. Но на самом деле это же не признак равнодушия. Он просто не считает это таким уж серьезным, потому что вы не обсудили вот эту ситуацию открыто, понимаешь?
Твое заблуждение, оно в том, что ты искренне веришь в способность каждого человека, как сказать, самому почувствовать. Нет, люди разные. Иногда человеку нужно прямо сказать: «Мне было больно, помоги мне, поговори со мной, возьми меня на ручки». Понимаешь, твоя проблема, вот у однерочек, то, что вы натягиваете маску женщины, то есть вот эти все эмоции, переживания и так далее на мужчину. Но это мужчина. А маска, вот это он будет там меня на ручки брать и так далее, это иллюзии. Без прямого разговора, ты просто рискуешь остаться вот в зоне разочарования и с ощущением, что твои ожидания рухнули, хотя ему даже не было шанса понять твою боль, понимаешь? Ты не дала ему шанс понять. Мужчины сами не догадаются, потому что мужчины мыслят совершенно по-другому. И еще раз повторюсь, это не равнодушие, нет. Мужчины думают по-мужскому, совершенно по-другому, понимаешь? Насколько реально совмещаются твои ожидания с его возможностями и желаниями? Потом ты знаешь, ты хочешь ясности, да, готова рубануть с плеча, как говорится, если увидишь какую-то невнятность. А он, в свою очередь, предпочитает сначала все обдумать, прежде чем какие-то решения принимать, особенно в отношениях. В принципе, ваши ожидания можно совместить, да, если ты не будешь бояться открытых разговоров. А он поймет, что, скользить в полумолчании больше не получится. Понимаешь? Это знаешь, когда ты вот заявляешь: «Давай разберемся прямо сейчас, что между нами, да, любимая девочкина». А он просит время, чтобы вот все проанализировать, да, «Давай не сейчас» и прочее, и прочее. А общую волну вы найти можете, если вы не станете избегать честных обсуждений. Твой прямой подход может его даже вдохновить, потому что иногда он слишком долго взвешивает вот эти все детали. Понимаешь? И при этом ему важна стабильность, а тебе четкость. И если вы договариваться научитесь, то твоя резкая вот эта потребность все прояснять и его вот эта осторожная тактика, они удивительно сработать в унисон могут. Правда, нужно быть готовой, что без резких слов и каких-то спорных моментов между вами никак не обойдется. Как тебе подкорректировать подход к нему, да, чтобы отношения развивались честно и гармонично? По десятке пентаклей ключик к этому всему — это совместные цели, да, практичность. Потому что ты витаешь в мечтах о романтике, но если включить немножко приземленность, да, то вы сможете выстроить более крепкий фундамент для будущего. Вот скажи ему прямо: «Давай посмотрим, как мы можем вместе улучшить нашу жизнь». Понимаешь? И может, начнем копить на что-то. Например, совместное путешествие летом, да. И вот такие конкретные шаги дадут ему понять, что ты не просто ждешь розовых облачков, да, вот этих розовых жестов, а реально готова вкладываться в создание общего уюта. И он почувствует, что у вас есть общий вектор движения. Он быстрее тебе навстречу пойдет. И знаешь, еще одно — это не бойся делегировать ему часть своих обязанностей. Дай ему возможность место для отдыха, да, выбрать. Или дай ему возможность в решении каких-то бытовых задач. Когда он ощутит свою важность в построении семейного очага, то он станет более активным. Ты просто пойми, что я говорю. И вот это все, это позволит вам укрепить доверие.
Он увидит, что ты не только требуешь, да, а потому что сейчас ты только требуешь. И он увидит, что не только от тебя идут требования, да, но и ты разделяешь с ним вклад в это общее благополучие. Это очень разное. Твои фантазии, установки и так далее, и то, что ты разделяешь с ним этот вклад, это разное, хоть тебе и кажется, это же одно и то же. Нет, ты уничтожаешь его своими вот этими, как сказать, своими не приказами, а как сказать-то вот это слово сейчас? Ай, своими, требованиями от него. Но ты не разделяешь с ним. Ты скажешь, я вот тоже работаю, но разделять физически, да, там ты полы моешь, а он просто сидит или там работает, это разное. Я про эмоциональное разделение. И вот когда начнешь разделять с ним, да, поддерживать его, не требовать, а поддерживать, тогда ваши отношения, они начнут расти вот на прочной основе, а не висеть в воздухе, как одно из твоих романтических ожиданий. Понимаешь? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, пристегнулись, полетели, да, и вот первый вопрос, какие твои ожидания тайные, которые ты даже сама не признаешь, но они влияют на тебя сильнее всего. По четверке пентаклей ты вот хочешь, чтобы все было под твоим жестким контролем. Как он себя ведет, когда он звонит или звонит. Простите, пожалуйста, я не знаю, как правильно ставится ударение в слове «звонит», потому что я всегда говорю «звонит». И, соответственно, куда вы ходите, тоже все под жестким контролем. Даже если снаружи ты говоришь «мне главное, чтобы был там человек надежный», а в остальном я там спокойно, да, врешь. Внутри тебя сидит стремление все держать под твоим контролем, да, по твоим правилам. И сколько ты мне головой не кивай в стороны, да, это так и есть. Ты незаметно для себя настаиваешь на определенном порядке вещей. Например, чтобы он ложил или ложил, не знаю. Вот у меня такие слова, простите, русский язык не мой родной язык, поэтому мне простительно. Так вот, например, чтобы он там свои вещи не вешал на стул, а раскладывал в шифоньер, да? Чтобы он ставил грязную посуду не в раковину, а сразу в посудомойку, да, если таковая имеется. И прочее, и прочее, и прочее. Но это твои правила. Понимаешь? Вот мои носки валяются, это тебе кажется. Они лежат на своем месте, потому что вот до тебя он привык жить по-своему. Как ты ни крути, это не 5-летний ребенок, чтобы своего мужчину воспитывать. И не мама-то ему. Соответственно, он привык, как говорится, на автопилоте брать вещи там, где он привык. Ему не 5 лет, ему не 20 лет, ему больше. И он все вот это время, которое жил без тебя, он привык к определенным устоям. А ты хочешь поменять все под свое. И скажи, что это не так. Понимаешь? Или ты там настаиваешь там, как сказать, чтобы он отчитался о какой-нибудь там поездке, да?
Или там мгновенно отвечал на все твои сообщения. Ты сама не всегда осознаешь, как вот ты ждешь, что он даст тебе чувство безопасности, которое ты привыкла создавать себе сама. И иногда ты, наверное, даже замечаешь, что если там все не так идет, как ты хотела, да, то внутри тебя поднимается вот это или волна тревоги, или волна возмущения. Понимаешь? И привычный уклад якобы, да, который у тебя в голове, он теряется. И вот эта скрытая установка, она влияние оказывает на все твои реакции. Тебе хочется, чтобы он вписывался в твой ритм и не выбивался вот из созданной тобой схемы. Понимаешь? Но ты же не всегда осознаешь, что иногда стремление к этому тотальному контролю и переправить все под себя, это просто мешает отношениям дышать свободно. Что он в реальности может предложить, да, без всяких преувеличений и красивых обещаний? Ну смотри, по 7 мечей его стиль жизни — это делать все, как сказать, не хитро, а вот, ну и хитро, конечно, и вот в обход прямых столкновений с тобой и конфликтов. Если в какой-то ситуации можно избежать открытого разговора, то он будет извиваться как ужик, чтобы не выглядеть там виноватым и не лезть на рожон. Он не станет, как сказать, вот на бумаге написано, он не станет вот выбивать в граните, да, декларировать громкие обещания. Потому что он боится, что если не выполнит, то что сделает, попадет под твою критику. Зато он умеет решать проблемы хитрыми методами, да, хитрожопостью. Он может, например, договориться с соседями про то, чтобы не сверлили, да, без скандалов, без ничего. Может там поменять планы на отпуск, да, чтобы всем было удобно. Или, в общем, он выкрутится из любой неприятной ситуации очень неожиданным способом. В нем нет прямолинейности, зато очень много хитрожопость хочу заменить в своем лексиконе. Много смекалки, понимаешь? Если ты ценишь вот эти честолюбивые, да, настойчивые черты, он может тебя разочаровать. Но если ты ищешь человека, который ловко обходит острые углы, да, и может вырулить там, где другие сдаются, то это он умеет. Понимаешь? Он предлагает гибкость и умение ускользать от жестких рамок, не давая при этом каких-то громких обещаний, которые он не сможет потянуть, понимаешь? Да и в разговоре ты много раз замечала, что он выворачивается, так скажем. В чем ты можешь заблуждаться и строить нежные иллюзии, которые подорвут почву под ногами? Королева кубков, да? Королева кубков — это у нас, помнишь, да? Кубки, рыцарь кубков — это эмоции. И ты склонна верить, что его сердце такое же открытое, такое же романтичное, как у тебя. Что любой его скрытый поступок — это такая временная слабость. Ты ошибаешься. Понимаешь? Тебе хочется думать, что если ты его окружишь там теплом, заботой, то он обязательно раскроется и станет как розочка, такой красивый, романтичный, цветочки по утрам дарить. Понимаешь? Правда в том, что у каждого-то свой характер. И далеко не все люди готовы жить на вот этой волне постоянной эмоциональной откровенности. Если он не привык говорить о переживаниях, то твои домашние печеньки и борщ, ласковые обнимашки и прочее, они не сделают его фанатом душевных разговоров, пока он сам к этому не придет. И ты строишь иллюзию, что однажды он осознает, что твои там старания, вот это все романтичное, и он бросится с благодарностями
станет там писать длинные признания в любви по утрам с цветочками и кофеньку тебе принесет. Но это может разбиться о его природную закрытость, понимаешь? Потому что она не поменяется по щелчку пальцев. Не поменяется из-за того, что ты этого ждешь. Люди разные. И чем дольше ты будешь выдумывать, что своей нежностью растопишь его до такого уровня, когда все наизнанку в его характере, да, тем сильнее ты рискуешь обжечься на разнице ваших привычек, понимаешь? Насколько реально совмещаются твои ожидания с его возможностями и желаниями? Ну, общий язык есть, шанс найти. Но придется двигаться постепенно, без вот этих резких прыжков, да, серьезных там ультиматумов. Если ты сразу потребуешь от него меняться, да, или там будешь пытаться причесать его под свой идеал, он просто тихонько уйдет, чтобы не подвергать себя вот этой ненужной драме. В то же время, если ты примешь, что ему нужно пространство, а тебе чуть-чуть больше прозрачности, тогда вы найдете золотую середину. Это знаешь, как, например, как сказать, вот едете вы в одной лодке, да? Ты привыкла быстро грести, а он плавно. Если ты сбавишь скорость, а он согласится не тянуть резину вечно, то вы доплывете, как говорится, до интересных берегов. Причем вместе никто никого с лодки не выкинет. Нужно просто реально оценить, готова ли ты вот смириться с его полунамеками, да, и с его нестандартным поведением. А он объяснять почаще, что у него в голове. И если вот каждый сделает шаг навстречу, то ваши ожидания можно вот, как сказать, завязать, но без вот этих взаимных уступок. И, конечно же, будет непросто, потому что каждый из вас упрется, но это работа над отношениями. Работа над отношениями — это не то, что ты ежедневно ему борщ готовишь, а он деньги приносит. Нет, это быт. А работа над отношениями — это узнавать друг друга, находить подходы, находить консенсусы. Вот это слово, ты поняла меня. Как тебе подкорректировать подход к нему, чтобы отношения развивались честно и гармонично? Ну смотри, по шестерке пентаклей, придерживаться вот этого взаимного давать и брать. Понимаешь? В равных пропорциях. Потому что тебе хочется взять бразды правления в свои руки, да? Как ты ни крути, чего ты мне не говори, я буду ему там поклоняться и так далее, он меня за ручку возьмет, отведет. Нет, это все женская ложь. Через время, как я и говорил, да, про олигархов, придет то, что тебе будет мало. Это сейчас у вас там, например, если начало отношений у вас страстные, он такой сильный, я пойду за ним куда хочешь. Нет, ты обманываешь себя. И знаешь, вот в реальности тебе хочется бразды правления, чтобы он подстраивался под тебя. Но важно не переборщить. Потому что он может почувствовать себя вот под постоянной вот этой опекой, да? И, конечно, он начнет врать, хитрить, чтобы не находиться вот под твоим микроскопом. Пусть лучше каждый раз будет какой-то небольшой обмен. Если ты хочешь внимания, то дай понять, что ты готова выслушать и его потребности. Потому что ошибка многих женщин то, что вы не понимаете, что мужские потребности тоже есть, и это не обязательно компот, да? А это может быть и у него проблема на работе, там кто-то там что-то не то сделал, тоже проблемы бывают. Поэтому спрашивай его, чем ты можешь помочь, а потом спокойно проси помощи сама. Понимаешь?
Когда ты не выступаешь в роли вот этого строгого диктатора, да, директора, а предлагаемая тобой поддержка, она выглядит как жест доброй воли, то, конечно же, он охотнее будет навстречу тебе идти. Во всем. Это хитрость отношений. И не бойся ставить вопросы прямо, если они тебя беспокоят. Но делай это с уважением, а не с требовательностью. Понимаешь? С уважением к его свободе. Суть в том, чтобы вот создавать такую обстановку, где не чувствует никто себя должником. Понимаешь? То есть никто никому не обязан, все равноправно. И, конечно же, тогда ваши отношения, они будут расти вот на живой основе, а не из-за постоянных упреков со твоей стороны, требований со твоей стороны там и так далее. А с его стороны не будет вот этих попыток тебе угодить, вопреки своим ощущениям. То есть он будет сам хотеть тебе помочь, а не через силу. По двоечкам все понятно, да? Давайте перейдем к троечкам. Троечки у нас эти, как их, страстные леди. Почему так говорю? Потому что рыцарь огня. Какие твои эмоциональные, тайные ожидания, да, ты даже не признаешь, но они влияют на тебя сильнее всего. Ты хочешь всплеск чувств по рыцарю жезлов. То есть, где вот мужчина берет тебя за руку и уносит в захватывающее приключение, страстное, полное компота, всяких приключений и так далее. И при этом вслух ты говоришь, что тебе просто нужна там стабильность, маленькая врунишка. Но внутри ты надеешься на вот эту яркую страсть, да? На четкое ощущение, что вот, знаешь, вот как представь вот облака, да, но облака у нас состоят там из пары и так далее, но вот эти облака для тебя это, как сказать, эмоции. И вот вы летите по этим облакам, где страсть и так далее и тому подобное, и в твоих снах он вот прям врывается к тебе на работу, и прям вот все ахают, какой он джигит на белом коне. И потом он хватает тебя с работы и увозит в путешествие какое-то романтическое, где вы всю ночь болтаете, возле костра у вас эти разговоры интересные круглыми сутками. Всю ночь и напролет. И вот это именно вот эта тяга к огненному порыву, да, она заставляет тебя волноваться, если он хоть чуть-чуть инициативу теряет. Ты не всегда осознаешь, что вот эта жажда бурного развития событий, да, оно диктует твои вот эти реакции на него. Даже если ты говоришь, да, что там спокойное течение отношений тебя устраивает, и все тебя устраивает, он приносит деньги, и ты там на эти деньги там готовишь борщ, да, и всякое такое, то не ври мне. Дедушка все видит. Сердце твое требует выброса вот этого адреналина, эмоций. Спокойный тихий быт — это не про тебя. Тебе хочется сказки, причем сказки с фейерверками. И если этого нет, то ты подсознательно, еще раз повторю, подсознательно, а не сознательно, начинаешь к мелочам придираться к нему, чтобы спровоцировать хоть какую-то искру. То есть ты даже, возможно,
Вот когда в своих желаниях становимся токсичными, то есть вот есть нормальное желание, да, я хочу возле костра с тобой поговорить, а когда вот это все накапливается, женщина становится токсичной и начинает провоцировать не на положительные эмоции, а на ссоры, на ругачки между друг другом. Потому что у тебя исчезла вот это подсознательное, как сказать, подсознательное... Нет, не исчезло, оно, знаешь, оно переквалифицировалось, что абы какую искру эмоций. И получается, что ссоры ты начинаешь из-за своих придирок к своему мужчине, чтобы получить долечку адреналина. Ну а в ПМС он, наверное, вообще из дома сбегает, правда же? Извиняюсь, что так напрямую говорю, но все мы люди, все мы человеки. Что он в реальности может тебе предложить, да, без преувеличений, без красивых обещаний? Пожрицы. А у него внутри пожрицы мне даже трактовать не нужно. У него прям глубокая внутренняя жизнь. И он не торопится раскрывать, как говорится, все карты перед тобой. На словах он там сдержанный и так далее, такой скромненький, возможно, да? Ну, не скромненький, а это там, как сказать, бытовой, вот так скажем. Но он обладает таким чутьем, что считывает все твои настроения. Даже когда ты сама не готова о них говорить. Он не обсыпет тебя громкими обещаниями и так далее. Вроде там, как сказать, я сделаю все для нас. Нет, он этого не будет говорить. Зато он тихо услышит твои вот эти нерешенные желания, да, нерешенные вопросы. Например, если голова болит, да, у тебя там, завал на работе, то он не станет давить, а аккуратно там спросит, да, там, может, тебе помощь нужна, может, чаечек тебе приготовить, чтобы ты, как говорится, отдышалась. То есть он не дает много обещаний громких, потому что он предпочитает наблюдать, да, слушать, выводы делать в своей голове, прежде чем идти в какое-то активное действие. Его реальное предложение – это способность понимать тебя чуть глубже, чем остальные мужчины, и принимать твои вот эти эмоциональные качели, да, там ПМС и так далее, без вот этих лишних упреков. То есть он тебя понимает, когда ты начинаешь капельку токсичного адреналина выпрашивать. Если ты готова к спокойному, но вот в то же время проникновенному контакту, да, то он может порадовать тебя вот этой мягкой поддержкой, да, и, как сказать, молчаливым согласием помочь. Вот не знаю, как это объяснить, пожрица. Но надо быть готовой, что громких серенад, фейерверков, фанфаров, да, с его стороны ты не дождешься. В чем ты можешь заблуждаться, да, и строить нежные иллюзии, которые подорвут почву под ногами? Смотри, по тузу Пентаклей ты, знаешь, можешь вот поверить, что его короткие жесты вот этой заботы, да, неожиданные приятные подарочки – это гарант надежного будущего. Ты видишь, вот как он там по мелочам решает твои проблемы, да, зашел купить тебе вот эту мелочь, которую ты там вскользь когда-то упомянула. Или просто договорился там, чтобы тебе машину починили. И ты начинаешь рисовать у себя в фантазиях такую картину, что у вас уже ровный путь к семейному счастью, потому что он как будто вкладывается в тебя. Но, знаешь, стоит помнить, что он просто любит продемонстрировать свою щедрость вот этими сиюминутными поступками. А не обязательно он там замахивается на масштабные планы тебя под венец вести. То есть ты можешь ждать, что он вот
через месяц предложит тебе там жить вместе, да, решится квартиру вместе купить. А он вовсе не это имел в виду, понимаешь? Но это не значит, что он там обманывает. Просто у него другая логика. Он делает небольшие добрые дела вот здесь и сейчас, не строя вот этих далекоидущих там прогнозов, планов и так далее. И твоя главная иллюзия — это путать его вот эти спонтанные жесты с этой с долгоиграющей гарантией, с долгосрочной, которая даже не может входить в его планы, понимаешь? Насколько реально совмещаются твои ожидания с его возможностями и желаниями? Ну, по рыцарю Пентаклей у тебя стремление вот к этому быстрому огню, да? А у него постепенный рост в голове. Он, знаешь, он 10 раз подумает, проверит, а уже потом один маленький шажочек сделает. Твои ожидания ярких поступков и его вот этот вдумчивый ритм, они сталкиваются лбами. Но при вот этой обоюдной готовности к компромиссу есть шанс найти вот эту золотую середину. То есть он способен медленно, но верно двигаться вперед, да, вкладываться в отношения реально, а не только словами. Если ты дашь ему время для этого спокойного разгона и не начнешь его подгонять, торопить и так далее, то, что ты любишь. И он в итоге может, как сказать, раскочегариться, да, и начать делать более яркие шаги. Ему важно чувствовать, что ты ценишь его стабильность, а не только страстные штуки, эмоции. Если он увидит, что, как сказать, твое признание, оно не зависит от того, насколько быстро он достигает результатов, то он охотнее навстречу пойдет, да? Навстречу твоим, как сказать, вот этим запросам эмоций. Понимаешь? И все это, конечно, достаточно реально. Лишь бы вы оба понимали, что вы движетесь разным темпом, но в одном направлении. Понимаешь, у вас разные темпы, и это нужно понять и принять, а не ссоры закатывать. Как тебе подкорректировать подход к нему, да, чтобы отношения развивались честно и гармонично? Ну смотри, легкость общения поможет. По тройке кубков, да? Приятные дружеские посиделки с ним, да, без драм. Когда ты видишь, что назревает какой-то серьезный вопрос или, как сказать, не компромисс, а другое, конфронтация, что ли, бой между вами, то лучше вот сесть и по-дружески, как сказать, там, ужин, да, сделать и обсудить в спокойном, в домашней обстановке, а не в авральном режиме, как ты это привыкла делать, потому что у вас разные энергии. Он медленный, а ты огонь. Огонь. Понимаешь? То есть создавай такие ситуации, где вы вот радуетесь мелочам, да, там смотрите фильм какой-нибудь смешной, да, там вместе готовите, там с друзьями на встречах, да, и вот в такие моменты он легче раскрывается и не чувствует давления. Понимаешь? Тебе нужно проявлять больше интереса к его вкусам, разговаривать про его увлечения, а не только про себя. Вопросы наводящие задавать. Про то, что он интересуется. Это даст ему понять, что ты ценишь не только, как сказать, эмоциональную сторону отношений, да, но и дружескую, надежную связь. Ты должна быть им другом, не интим-партнером, не кем-то там, да. Ты должна быть ему другом, лучшим другом. Лучшие друзья друг от друга не требуют, а нормально просят. Если нужно. Не забывай хвалить его вот эти победы небольшие, да, даже если они не такие фееричные, как тебе бы хотелось. Вот, например, он сходил
ну, тебе захотелось там в твою какую-нибудь ситуацию, да, там ПМС, да, например, там клубники. Ну, или ты беременна, например, клубники захотела ночью. А он принес не клубнику, да, а виноград. И ты его начинаешь ругать. Но, понимаешь, в чем фишка? В том, что ты его не похвалила, а он сходил. Понимаешь? Любой друг похвалит. Молодец, там, в следующий раз, или там, молодец, виноград я тоже хотел, хоть ты его и не хочешь. И там он тебя вызывает только тошнотики, да? Но поблагодари, он же сходил. Пусть и не принес то, чего ты хотела, но похвали. Скажи: ой, ты мой любимый, Уси-Пусечкин ты мой. Я очень рада, что ты мне виноград принес, но я бы еще хотела клубники. Может, ты еще где-то поищешь. Понимаешь разницу? Как говорится, ты плохой, что виноград мне принес, так он закроется. А скажи: ты хороший, ты умничка, что принес виноград, но я бы еще хотела вот так. Сходи, пожалуйста. Понимаешь разницу? И вот такое искреннее общение, обсуждение совместных дел, хвальба друг другошняя, да, это укрепят вашу связь гораздо лучше, чем потоки упреков, которые сейчас от тебя идут. Понимаешь? Или ты требуешь постоянно от него. Да давай уже, сделай хоть что-нибудь, розетку почини. А ты посмотрел просто вот, умные женщины как поступают? Я тебе расскажу. Они, например: ты мой умничка, тебе было вкусненько. Давай я сегодня приготовлю... Не вкусненько, забудь. Смотри, например, давай я тебе приготовлю твое любимое блюдо. Просто так. Вот давай. Не говори, что потом его ожидает. Поступай хитро. То есть он покушал. Я сегодня постаралась для тебя. Не упреком, что я ради тебя стояла на кухне 20 часов, чтобы ты пожрал. Нет. Я сегодня постаралась для тебя. Я тебя сегодня порадовала? Он говорит: да. А ты такая: а хочешь ты меня порадовать? И он начинает раздеваться, а ты говоришь: нет, не этим. Порадуй меня, сделай, пожалуйста, розетку. Ну это же идеальное отношение, почему ты так не можешь? Я бы даже сам на тебе пошел женился, если б тебе чинил за борщи розетки. Вот такой у нас сегодня был расклад. Любите друг друга и помните, что дед, он всегда рядом.